Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Друзья мои, я сейчас нахожусь в Мадриде. Я тут учусь на сценариста. Если кто не видел мой предыдущий влог, смотрите его, там все подробности. Каждое утро я поняла, что мне хочется определенный тип ароматов. Во-первых, они, конечно, должны быть уместные, да, чтобы я могла их надеть в аудиторию и сижу там рядом с людьми, чтобы никого не затушить. Во-вторых, они должны быть такие даже не только свежие, а еще бодрящие. И, что немаловажно, у них должна быть хорошая стойкость. Вот такие требования к этим ароматам, которые можно называть ароматы на каждый день, универсальные, уместные всегда и везде. И давайте начнем. И что меня поразило, что у меня прям каждое утро тянулась рука к классике, классическим ароматам, к люксовым. Давайте, первый аромат. Но это вообще моя любовь. Это Идиль от Guerlain. Это букет цветов. Звучит так округло. Он звучит мягко, если что. У меня парфюмерная вода. В нем есть вот эта вот нота, которую называют нота утюга. Но она такая смягченная. В туалетной воде она намного ярче, громче, но она все равно смягчается. Кстати, надо сказать, что она через минут 15 все равно смягчается. И это вообще придает аромату такое вот ощущение, когда наносишь на себя, ощущение чистоты, свежести и именно вот такой утренней свежести. Для меня это вообще аромат вдохновения, аромат, который бодрит, придает энергии. Я его обожаю. Обожаю просто, он бодрит не хуже кофе. Лично меня. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Я туда дублирую все видео, все, которые выходят здесь на ютубе. Я там рассказываю про свою жизнь в Испании, в принципе, и про свою жизнь, да. Потому что больше про меня, где бы я ни жила, про котиков, про парфюмы, естественно, про парфюм рассказываю. Обязательно подписывайтесь, Victoria Day Life. И не забудьте про мой промокод в рандеву 10 Victoria. Он дает 10% скидку на все, суммируется со всеми акциями и скидками на сайте. И я обожаю в рандеву от Леванты. Сегодня я вам покажу очень много от Левантов. Да? Я уехала в Мадрид и взяла с собой именно их. У меня эти ароматы стоят, мне они нравятся, но я ими практически не пользовалась. Не знаю даже почему, но тут просто от них получаю невероятное удовольствие. Это у меня от Левант, это Шанель Беж. Франгипани, да, для меня вот в нем нет какого-то, как обычно, вот аромат из Франгипани, отпускное настроение, что-то такое. Нет, это все равно Шанель. Это строгий аромат. В нем чувствуется такая шанелевская база, нотка. Я бы назвала эту нотку альдегидной, но, конечно, это не пятерка, не из пятерки альдегиды, но все равно они чувствуются. Это такое ощущение в хорошем смысле мыла. Есть оно, да. И вот оно придает такой свежести, оно именно придает вот это вот бодрящее ощущение, настроение. И здесь есть такая горчинка. Горчинка цитрусов. Цитрусы тут есть в начальных нотах. Я не помню, заявлены или нет, но тут чувствуется что-то такое цитрусовое. Но в то же время и вот это вот, по-моему, тут есть что-то из белых цветов. И франгипани здесь, он придает вот скорее какую-то необычную ноту аромата. Я прям не чувствую, я просто привыкла к франгипани, к каких-то ароматах на тему там, крем для загара и так далее, да. А тут такой неожиданная его интерпретация. Что-то есть в нем еще такое зеленое, вот какая-то есть горчинка, цитрусы и цветочность. И что самое главное, вот это вот шанелевская, ни с чем не спутаешь ее база аромата. Ну, не только база, это чувствуется прям сразу. Катон. Здесь очень отличается старт аромата от его раскрытия. Он стартует прям, ну, мне это вот чувствуется как флёр д'оранж или нероли даже. Свежие цитрусы, но не какие-то лимоны, да, ну именно нероли. Именно нероли чувствуется. Зелень, нероли, флёр д'оранж, как будто даже вот листок с этого дерева ощущается, какая-то есть зеленая нота в аромате, но потом к базе он становится более пудровый, он
такой послаще становится, и даже появляется то, что не заявлено, как будто как какой-то вот оттенок, как из L'Instant Magic, такой миндальный. Вот, ну прям чуть-чуть, он не звучит очень ярко. Пудровая, немножко миндальная нота. Кстати, по-моему, там не заявлено никакого миндаля. Мне кажется, там вообще какие-то 2 ноты заявлены в этом Eau de Coton, но аромат звучит намного сложнее, чем его описали в пирамиде. Это Джерси Шанель. У нас до сих пор жара, но с утра такая более-менее нормальная погода, где-то градусов 19, даже 20. И вполне себе Джерси подходит, хотя, конечно, он даже еще лучше открывается осенью, зимой. Ну, вообще, вот эти все ароматы, они универсальные. Их можно в любой сезон, в любое место, при любых обстоятельствах. Но, конечно, немножко отличается раскрытие. Что удивительно, Джерси вот в эту жару открывается более какой-то свежей своей частью. Здесь вообще заявлена лаванда, но я почему-то ее чувствую как фиалку. Для меня это аромат, который так стартует, уже немножечко чувствуется вот эта вот альдегидная свежесть, ну, мыльная, да, скажем, мыльный аспект, но, опять же, в самом лучшем смысле, как будто кусок такого дорогого мыла, благоухающего, вот как чувствуется эта мыльность. И оно вот придает свежесть. Но здесь довольно-таки, ну, такой нормальный есть процент сладости, ванили. Но ни в коем случае этот аромат не сладкий. Нет. Мне вот с утра мне вообще не хочется абсолютно никаких сладких ароматов. Хотя я вообще их очень люблю и всегда их предпочитаю. Но с утра хочется прям какой-то вот свежести, хочется продлить это ощущение, пока находишься там в аудитории, чтобы вот шлейф, который иногда, да, от себя чувствуешь, чтобы он бодрил, вдохновлял, давал сил, энергии. Сладкие ароматы, они какие-то уютные. В холод очень, конечно, они так приятно как-то согревают. Но вот меня они не настраивают на рабочий лад, не концентрируют. У меня просто, так как обучение на испанском языке, и я не могу отвлекаться, то есть мне надо все время быть сконцентрированной на том, что происходит. Если на русском я могу отвлечься, да, ну, вы, наверное, понимаете меня, когда на своем родном языке ты отвлекаешься, ты его слышишь, и даже вот краем уха ты все равно понимаешь, что там говорят. Ты можешь даже думать одновременно о чем-то своем. На языке, который, да, еще у тебя не так интегрирован в твою жизнь, в твой аппарат языковой, ты немножко отвлекаешься, естественно, начинаешь думать на своем языке, я начинаю думать на русском сразу же. И все, то есть я вообще отсутствую в этот момент в аудитории. Я просто вообще пропускаю кусок, я потом возвращаюсь, и так, что случилось? Вот, поэтому мне прям хочется, чтобы вот этот вот аромат, который есть на мне, он меня все время как будто бы такой: эй, проснись, проснись, мы тут, бодрил и возвращал именно, и как бы вытаскивал из себя. То есть это не ароматы интроверты, вот. Это скорее ароматы экстраверты, вот что я хочу этим сказать. Такие общительные ароматы. Мои любимые сладкие ароматы, такие укутывающие, да, кокон создающие, ну это прям ароматы интроверты. Хотите вы этого или нет. Даже если вы не интроверт, но эти ароматы так действуют, как-то успокаивают. Эти нет. Вот. И у Джерси тоже есть такой аспект, но в то же время, да, в нем есть какое-то ощущение мягкости, немножечко сладости. И осенью он больше открывается вот этой вот частью ванильной такой. Не помню, что тут еще есть. Ну, какая-то вот есть в аромате, в базе у него сладость, мягкость, которая чувствуется уже в начале. Но в начале все-таки довольно-таки большой процент свежести у этого аромата. Так, у меня очень много с собой отливантов, чему я рада, потому что
На самом деле я взяла флаконы, которые я думала, что буду носить, а у меня вот настроение сменилось в эту сторону. И я рада, что у меня много от Левантов с собой. Так, давайте продолжим. Ella Calm, Mask Calm. Это аромат просто про стопроцентную свежесть. В нем есть какой-то вот аспект, как будто бы и мыло, и какой-то иногда я чувствую такой стиральный порошок. Лучше не так сказать, свежевыстиранное белье. Вот лучше так сказать. Но у него есть удивительная особенность. Он стартует прям вот так вот немножечко даже где-то альдегидно, прям очень свежо, с какой-то горчинкой, цитрусами, но потом в нем появляется какая-то ягодность. Это не заявлено, это очень даже сложно описать. Это какая-то просто такая свежесть, сочность. И вот мне напоминает какие-то кислые ягоды, но ни в коем случае я не скажу, что это конкретно там, я не знаю, кислая клюква, брусника, что там еще у нас есть кислое. Нет, это какая-то вот абстрактная такая сочность, кислинка. Может, даже и гранат придет в голову. Что-то вот такое, но сохраняется вот эта свежесть. Очень стойкий, кстати, аромат и шлейфовый, поэтому вот с ним надо осторожнее. И это 100% молекулярный аромат. Да, потому что его очень сложно описать через то, что мы знаем, да, там ягоды, я не знаю, фрукты и так далее, дерево. Нет. Вот какой-то такой, да, можно сказать, что это аромат синтетический на 100%, но это очень приятная синтетичность. Это не химозность ни в коем случае, но вот, наверное, свежевыстиранное белье больше всего подходит. И такое высохшее на морозе. Наверное, вот это лучше всего подходит, но все равно не передает на 100%. Поэтому, вслепую я бы не рекомендовала заказывать особенно флакон. Все-таки лучше потестить или хотя бы заказать где-то от Levant или сэмпл. Это Trussardi Champaca Edizioni Mellissimata. Очень, вот с одной стороны, да, хочется именно вот такой свежести, как я сказала, в аромате, какой-то даже аспект косметики, да, там мыло, как я рассказывала, пудра, но хочется все равно, чтобы в нем было что-нибудь немножечко такое сладкое. И вот это прям идеальное совпадение того и другого. Здесь есть и такая белоцветочная кремовость, свежесть, какой-то, не знаю, ассоциация с дорогим кремом для тела, гелем для душа, шампунем, вот этим вот ароматом всего вместе. И в то же время здесь есть такой аспект десерта. Даже, может быть, немножечко какой-то вот такой аромат кофе, прям совсем чуть-чуть, да, вот как будто где-то стоит кружка кофе и десерт. И вот ты выходишь вся такая из душа, благоухающая с утра. Вот все крема, там гель для душа, дорогой крем и так далее. И садишься пить кофе вот с этим десертом. Вот какое-то такое ощущение. X Nilo. Это аромат Honore Delights. Я пока еще не почувствовала тут ирис. Говорят, тут есть ирис, но у нас все-таки еще жара. И поэтому аромат прям очень быстро открывается. И я чувствую цитрусовость в нем в начале, потом он становится такой более сладкий, какая-то в нем появляется десертность, но цитрусы все равно остаются. К сожалению, я пока не чувствую тут ириса. Я надеюсь, что когда станет еще прохладнее, на следующей неделе обещают, я почувствую еще ирис здесь. Но в целом вот аромат мне очень подходит по аспекту, что он и свежий, и в то же время есть в нем такая сладкая база. В целом не сладкий аромат. Kilian, Don't Need a Princess, тра-та-та. Знаете, этот аромат, но это версия у Фраше. То есть здесь в начале прям есть лимон. Да, тут прям чувствуется не просто какие-то цитрусы, а чувствуется лимон. И мне, честно говоря, сначала это даже не очень понравилось, потому что такой лимон часто встречается в какой-то
бюджетной парфюмерии. Но когда этот аромат открывается, вот этот аспект лимона очень классно освежает. Он уже не звучит, да, так, как мне казалось в начале. Здесь узнается вот это та самая принцесса Килиан. Они сначала были в таких шарах, потом его выпустили в таком прямоугольном флаконе, и потом выпустили вот эту версию Фраше. Значит, и вот здесь узнается в базе, да, эта самая принцесса, такая есть сладость, лактонность, какая-то десертность. Тут есть, по-моему, тоже имбирь, но вот в начале есть вот эта вот нота лимона. И мне вот именно сейчас из-за лимона нравится, потому что если бы это была классическая версия, я бы сейчас не носила. Аромат, кстати, довольно-таки деликатный. Мне кажется, что вот этот в черном флаконе, да, классическая версия, она все-таки такая довольно-таки, мне кажется, стойкая и шлейфовая. И вот его бы я не рискнула надеть в аудиторию закрытую, да, где рядом люди, потому что кому-то может это прям быть не очень. Ну и может и саму меня придушивать. Memo Inle. Это аромат про османтус, про чай. И здесь есть какая-то, опять же, в базе, немножко десертность, немножечко есть сладость ближе к базе, даже какая-то лактонность легкая. Но мне очень нравится именно вот это вот, вот этот аспект свежий чая, османтуса персикового. Здесь чувствуется персик, но очень мягко. То есть если османтус, допустим, в Good Girl Gambetto от Kilian, он такой прям, он очень яркий, и вначале он, можно сказать, что такой довольно резкий, то этот аромат, он мягкий. А вот из Secret Messy Sexy Just Rolled. Это аромат, который стартует вот довольно свежо. Мне даже напоминает крем после бритья. Я никогда не слышала эту ассоциацию ни у кого, но вот у меня есть такое. Здесь, здесь, по-моему, заявлен персиковый цвет, здесь заявлен. Напишу здесь. В общем, но мне это звучит скорее не роли, да, скорее бы я сказала, что здесь апельсиновый цвет. Но правда необычно, просто самая ближайшая ассоциация – это апельсиновый цвет. Я не знаю, как пахнет персиковый цвет, поэтому я передаю это через то, что мне знакомо. Но вот это такая свежесть, похожая на нероли. Возможно, поэтому, да, мне кажется, что это что-то отсылающее к крему после бритья. Но потом аромат, это прям самый старт такой у него, потом аромат становится мягче, и к базе он как будто какие-то появляются печеньки, такие ванильные, немножечко миндальные. Но вот эта вот начальная свежесть, она в аромате остается. Да, мне все равно крем для бритья. После бритья. Вот не могу ничего. Да, но мне это нравится в нем сейчас, потому что вот именно это свежесть, это бодрость, это то, что, да, как я сказала, экстравертные ароматы, которые тебя вытаскивают из твоего внутреннего мира. Вот так это звучит. И сойдемся на том, что это дорогой крем для бритья. То есть иногда, когда это про аромат говорят, это такая его негативная сторона и характеристика. Нет, в этом случае это прям очень позитивный аспект, потому что это прям очень дорогой крем для бритья. Он довольно стойкий, но у него нет вот прям такого, знаете, шлейфа, чтобы заполнил всю комнату. Еще один аромат с османтусом, который так и называется «Радостный османтус» от Maison Ribacci. Здесь я на самом деле чувствую, кроме османтуса, я тут еще очень хорошо чувствую жасмин. Не помню, есть ли там тубероза. Мне причем кажется, что там даже тубероза есть, но я не уверена. Жасмин вот я чувствую. Такой персиковый османтус. И как будто бы здесь тоже есть, кстати, какая-то нота чая. Я у Ляшки отсылала от Левант этого аромата. Она говорит, что ей напомнила чай Липтон. Вот этот вот в бутылочках. Мне не Липтон, мне просто напоминает
как будто бы какой-то нота чая с персиком, например. Да. Здесь есть какая-то такая вот зеленая нота. И в шлейфе мне вот напоминает этот аромат жвачку Love Is. Очень напоминает. Причем он такой довольно яркий сначала, но потом он усаживается, и он уже более так деликатно звучит. Ну, в целом, это аромат без каких-то сюрпризов, то есть там не открывается ничего такого неожиданного. Вот как он называется, радостный османтус, так он в принципе и звучит. Аромат однозначно для любителей именно османтуса, вообще белых цветов. Я не скажу, что прям вот его всем можно заказывать вслепую, хотя я так и сделала. Но я довольно-таки хорошо уже знаю свои вкусы по отзывам, по пирамиде, по создатель Марис Руссель. Можно, в принципе, понять, что это за аромат. И я редко ошибаюсь. И мне очень-очень он зашел. Прям вот этот шлейф такой радостный, веселый, вот этой жвачки Love Is, да. Возможно, это не она, да, если бы я сейчас ее нашла и попробовала, я бы сказала, да, ароматы совсем разные, но это какой-то вот на уровне воспоминаний, вот из детства, вот этот запах. Есть такой аспект в нем. И вот прям меня это очень-очень всегда как-то веселит, радует, и прям я кайфую от этого аромата. И очень хочу, чтобы было уже попрохладнее. Все-таки у нас просто сегодня вообще 35, он все-таки не на жару. Он, вот, мне кажется, будет хорошо даже в холод, даже в мороз, мне кажется, он будет такой красивый, такие будут звенящие белые цветы. Но в жару нет. Он мало того, что он слетает, в нем появляется какая-то, я не знаю, нота, мне напоминает какое-то, не знаю, подсолнечное масло. Какая-то горчинка такого испорченного подсолнечного масла. Вот, то есть насколько этот аромат красиво в погоду до плюс 25, даже ладно, там, до 27. И насколько он вот прям не портится в жару. Все-таки есть сезон у ароматов. Есть, может, не у всех, но у некоторых прям есть. Так, и последний аромат. Это Ананда от Микалёв. Royal Mango называется этот аромат. У меня версия нектар. Что хорошо в нектаре? Что он очень долго держится, но при этом он довольно-таки близко сидит к коже. Он не будет заполнять собой все пространство. Здесь манго с таким немножко хвойным аспектом. И вот можно сказать, что это прям натурально очень звучит. Но, как я уже рассказывала, для меня это скорее крем для тела, который пахнет натуральным манго. То есть здесь нет прям вот ощущения вот этого фрукта, да, как в Keep Glazed от The House of Wood. Вот там прям у меня вот такой, когда я наношу аромат, вот этот яркий такой взрыв просто фруктовый, манговый. Вот прям ощущение, что только что манго разрезали, прям вот сочится он. Здесь такого нету. Но этот манго ни в коем случае не звучит как такая, знаете, пищевой ароматизатор. Ни в коем случае. Это именно крем для тела с ароматом натурального манго. Очень мягкий, обволакивающий, нежный аромат. И в нем есть вот этот, как я сказала, хвойный такой зеленый аспект. И манго есть, но не сладкий, такой довольно-таки деликатный. И есть в нем такая свежесть в этом аромате. И за счет того, что вот у меня есть ощущение, да, лично с какой-то косметикой, с кремом для тела, у меня от него ощущение такой чистоты, ощущение ухоженности, что вот я только что вышла из душа, нанесла этот крем такой на себя. Дорогой, конечно, такой крем, он должен стоить очень дорого. И вот так вот я пахну с ним целый день, потому что аромат держится очень-очень долго. Так, это я не знаю, зачем взяла, давайте я вам расскажу. Взяла, но мне все-таки кажется, что,
не прям вот везде и на все случаи жизни. Икснила My Sweetest Morphine. С одной стороны, я думаю, ну это же чем-то вот похоже на вот эти классические, не классические, а вот эти бутиковую линейку Chanel. Например, на тот же беж, там тоже цветы, да, вот это вот такая немножко альдегидность, как и вот здесь, но он вот у меня исключительно на весну. Вот сейчас просто, когда я нанесла этот аромат, у меня ощущение, думаю, как вот что-то не клеится. Я тут чувствую хорошо, например, мимозу. Мимоза для меня это чисто весенний аромат. Ну, в общем, как-то у меня просто не совпадает с ним ассоциации. И он скорее такой какой-то, ну вот весенний, да, вот это вот передает для меня ощущение весны, а не утро, когда тебе надо идти в аудиторию и учиться. Так, Dear Polly от Wilhelm Parfumerie. Очень уютный аромат. То есть в нем есть, кстати, свежесть. Тут такой бергамот есть с чаем. Но он такой уютный. Вот он меня настраивает, опять же, на какой-то интровертный лад. Уйти в себя, посидеть где-то спокойно, не знаю, помедитировать. Но совсем другое сейчас мне нужно. И Armando Jane Champaca. Тоже у меня почему-то вот аромат ассоциируется с весной, с букетом цветов, я не знаю, с 8 марта. Но ну вот так вот у меня не ассоциируется этот аромат с утром, с концентрацией, с такой экстравертностью. Вот по настроению. Хотя, в принципе, эти ароматы тоже такие довольно-таки универсальные, нейтральные, можно хоть куда, никого не задушат, мне кажется, никого не будут раздражать, но вот просто не совпадает с моим сейчас настроением, с тем, что мне нужно. Ароматы все-таки, ну, они могут нам дать, могут дополнить эту реальность, дать нам какие-то ощущения, эмоции, которые нам нужны, такая ароматерапия. Вот, друзья. Так, вот такой у меня получился, друзья, вот такой у меня получился обзор. Спасибо, что были со мной, что посмотрели это видео до конца. Обязательно смотрите мой влог про Мадрид. Обязательно подписывайтесь на этот канал, на мой телеграм-канал Victoria Day Life. Не забудьте про мой промокод в рандеву 10 Victory. Скидка 10% на все, суммируется со всеми акциями и скидками на сайте. Все, друзья, спасибо, что были со мной. Обязательно будьте счастливы. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.